Опа, всем привет! Как слышно, прием! Есть на связи люди. Як прийшов до геймінгу, які плани на майбутнє? Ты знаешь, с геймингом познакомился я, наверное, как и в принципе большинство ребят, когда был еще совсем маленький. Вот, было мне лет 5-6, еще до этого у нас там была приставка, одна другая, Дэнди у нас была. Вот, потом появился компьютер рано, брату бабушка 2 года копила пенсии и купили очень крутой компьютер брату. Вот, и я им пользовался. И так потихонечку познакомился с интернетом, когда он начал активно появляться. Еще играл по модему, через телефонную линию, не интернет, по-моему. Еще даже такое застал, если я не ошибаюсь. Вот, ну так, чуть-чуть. Я типа неосознанно играл еще во второй Warcraft, даже не в третий. Играв з мамою параллельно чи проти неї? Нет, ну с мамой я не играл, конечно, хотя можно было бы, учитывая то количество знаний, которые мама имеет про доту и вообще в целом. Они идут с маке, сейчас будет драка. Я думаю, с ней можно было бы зарубиться, если немножко ей дать там раскликаться, научить каким-то первым движениям, то она могла бы частенько, может, и советик дать и так далее. Она где-то там из-под тишка все поглядывает за нашими матчами, там вообще в целом за дотой следит. Ай-яй-яй! Давай! Есть, хлопнули одного. Знает игроков, вот, так что это круто на самом деле, когда родители вовлекаются даже в такое, то есть занятия как киберспорт, интересуются. Мне кажется, в будущем этого будет только больше, и в целом будут поддерживать своих детей и родителей. Ребзи, пока мы тренируемся на буткемпе, наша команда вместе с ребятами с Lenovo организовали для вас крутой розыгрыш в Инстаграме. Уже 6 декабря мы выберем 3 счастливчиков, которые получат Легион боксы, и еще 3 счастливчиков, которые получат рюкзаки для настоящих геймеров. Залетайте ко мне в Инстаграм и участвуйте. Почему так получилось, что ты связан с таким персоной, как Пудж? Так вот, рассказываю, ребят. Давным-давно, во времена первой доты, мне очень понравился герой Пудж. Герой был сложный, он был необычный, ему нельзя было отменять хук. С этим хуком можно было творить невероятные вещи, потому что когда ты его там использовал и делал какой-то форстав, он заворачивал за поворот. Представляете, да, он не по ровной траектории летит, а ты форстафаешься и хук такой заворот делает. Вот, то есть можно было за крипов там хукать и так далее, как будто пуля, которая облетает преграды. Я заметил, что в Китае, а тогда китайская дота, она была грандом, за китайской дотой следили все, то есть она была на совсем другом высочайшем уровне по относительно всего мира остального. Я следил за Бернингом, он играл на Пудже по фану, и мне тоже очень нравилось, я тоже начал играть по фану в первую доту еще на Пудже. И так получилось, что во второй доте тоже появился Пудж чуть ли не сразу. С выходом игры в бете героев всего где-то под 40 штук из 100. И Пудж был одним из них. Свежее мясо! И я понял, что этот герой намного сильнее, чем в первой доте. Хотя я в первой доте уже даже на некоторых турнирах успел на нем поиграть. Не представляете, какие это были невероятные эмоции, когда ты выигрываешь с помощью там Пуджа какие-то игры. На первом интернешнале я уговаривал в финале себе взять этого героя, но мне его в итоге не взяли. Его взяли и на нем играл Ваня Артстайл. После получилось на нем поиграть в EDC в 2011 году в Китае на турнире. Там, помню, игру против ДК на то время, невероятно сильной команды, которую никто не мог там обыграть. И одну игру выиграли именно с Пуджом. Я тогда невероятные эмоции получал, кричал, было очень круто. И потом, либо до, либо после, еще был ESVC в 2011 году, тоже чемпионат мира считался, потому что со всех стран приехали команды. Это было в Париже, там я играл на Пудже тоже.
где получилось вот набить этот невероятный стрик против eHome, которые топ-2 инта до этого заняли. Это тоже было что-то невероятное. Вот, эмоций было невероятно много, было весело, при этом это была идея, как бы такая мини-заготовка, в которую тоже ребята поверили, мои тиммейты, и я этому был очень рад. Вот, поэтому с тех времен, я думаю, меня подвязало с этим героем очень многое. Также мы использовали его потом на Инте 2012, там в групповой стадии я обыграл пару команд тоже на Пудже. У нас просто получалось, у нас выходили крутые стратегии с этим героем. Потом на третьем Инте тоже были невероятные игры, как раз таки оттуда пошла игра с Фонтан Хуком. Дэнни, нельзя, туда, нельзя! Есть, но! Ты сюда, мой лучший друг! То есть это была такая спонтанная вещь, которую мы использовали прямо в игре и поняли, что по-другому мы никак не выиграем. Дэнди сказал, единственный способ выиграть игру — сделать этот трэш. И я так, ладно, погнали. Вот из тех времен, я думаю, Пуджа многие мне приписывали. И во многом он меня связывает, да, с такими невероятными играми, которые у нас были, и с крутыми победами, потому что то были игры на вылет, которые получалось переиграть, выиграть, сделать. Из последнего это шоу-матч, наверное, в котором я спрятался в публике в костюме Пуджа. Понятно, что это не моя идея была, но в целом это тоже было прикольно, мне кажется. Сколько хорошо знаешь лор Доты. Честно говоря, я его практически вообще не знаю, и когда я смотрел аниме по Доте, я мало что понимал, то есть я навскидку там где-то что-то знал, это чей-то брат, это чья-то сестра, это там та подруга, это вот это. Вот, было весело, но в целом, да, лор я не знаю. Слышал я, что по Лиге Легенд аниме, которое вышло, Аркана называется, что оно крутое. Вот, не знаю, правда, неправда, еще не смотрел. Даня, ты же много стран посетил уже за свои 31. Какая запомнилась больше всего? Слушай, меня часто спрашивают такой вопрос. И спрашивают, где бы, если бы я хотел переехать жить в другом месте, где бы я бы жил. И очень сложно на это ответить. Реально очень много крутых стран. Кстати, это одна из причин, по которой круто заниматься киберспортом. Потому что вы будете путешествовать, если вы действительно будете давать результат, то вы будете ездить по турнирам в разные страны и видеть разные места. Это круто. И когда заполнял я, по-моему, на визу в Америку или в Канаду, там надо было отметить страны, где вы были. У меня такой длинный список был, я все боялся, что я что-то пропущу, там кликал. Вот, в целом очень понравилось в Ванкувере, в Канаде, в Дании мне нравится. Да много где, не знаю, очень сложно выбирать. И много где я еще бы хотел побывать, тоже. Я думаю, у всех всегда есть планы попутешествовать. Який TI сподобався найбільше? Мне понравились те инты, в которых была такая некая история Золушки, когда команда с низов добивалась высот. То бишь это 6-й International, где Wings выиграли, которые прошли с Open квалификации из закрытых на Int и выиграли Int. Это было супер круто. Невероятно, как они нашли свою синергию и как у них все получалось. OG в 2018 году, да, они тоже с Open Qual чуть не вылетели, потом закрытых у них там было тоже качели, и они потом выиграли International. Тоже от них мало кто ждал этого. Когда от них ушли Fly и Team Spirit в последнем вот году, тоже очень круто. Мне кажется, это невероятно крутая победа. От них тоже мало кто ждал такого результата, они сами от себя такого результата не ждали. Такие победы и такие инты круче всего наблюдать, мне кажется, для зрителя вообще в целом. То есть получаешь какое-то такое удовольствие, радость, даже за тех, кого ты не особо знаешь. Спасибо вам, что пришли, посидели со мной. Вот, всех обнимаю. Также спасибо Lenovo за предоставленную возможность. Все, всех люблю. Сердечко всем. Чих-чих. Я погнал. До скорых, ребятки.